Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. И это продолжение поездки в Германию. Мы направляемся в город Лейпциг. Приехали мы в город поздно, потому что я ходила в Мюнхене в галерею, и вот такая гостиница, которая мне сразу не понравилась своими бесконечными коридорами. Вид из окна обещали на площадь, а это был колодец, двор, и особо мне не понравилась вот эта кровать. Возле стены, понятно, должна была спать я. Кто же еще? Ну, зато туалет был такого же размера, как и комната. Мы потом пошли покушать и попили пиво, и мы не нашли ничего лучшего, как итальянский ресторан. Приехать из Италии в итальянский ресторан. Утром мы пошли завтракать вот в это кафешко, потому что в гостинице они, оборзевшие, хотели за завтрак 25 евро. За такие деньги можно в ресторане поесть. И вот напротив гостиницы было такое прекрасное кафе, где можно было взять и капучино, и кофе, и прекрасно позавтракать. А мы уже по сложившейся традиции взяли автобус туристический, но проблемка была в том, что в автобусе был живой гид, женщина, которая говорила исключительно на немецком. И я вот так же, как и вы, смотрела и ничего не понимала, что я вижу. Она очень там оживленно что-то рассказывала. Я смотрела на цветущие магнолии, которые у нас уже отцвели, на фонтан, который не работал. И, в общем, поездка мне не очень понравилась. Понятно, когда ты не понимаешь, о чем идет речь. Мужу понравилось, сказал интересно. Он мне обещал, конечно, переводить, но кто там, где там, господи. Так что вот можно посмотреть картинки замечательные, красивые архитектуры Лейпцига и насладиться тем, что видишь. Вот такие красивые улицы. Это тоже, наверное, что-то интересное. Но, к сожалению, я вам не могу сказать, что это такое. Вот такой дом, расписанный в современном, мне очень понравился. Вот этот памятник, единственное, что он перевел, всем погибшим во всех войнах. После автобусной поездки я пошла прогуляться, оставила мужа в кафешке, и вот это я не поняла прикола, потому что, опять же, все на немецком написано. Памятник обозвала «Люди в бане». И вот цветочки, как обычно, привлекли мое внимание, необычные. И вот центр старого города, очень красивый. Была, как я уже сказала, прекрасная погода, можно было гулять и наслаждаться видами замечательными вокруг. Вот такая галерея, по которой я прошлась. Конечно, все чистое, все свежепокрашенное, все настолько вычищенное. Вот такая дама вся в зеленом мне понравилась. В общем, очень милый город Лейпциг. Я бы, честно сказать, еще бы, наверное, не поехала. Но если бы мне было интересно, если бы хотя бы почитала, я так надеялась на этот автобусный тур, не ожидала, что так это будет печально все. И хотя бы прочитала какую-то хоть информацию об этом, понятия не имею, кто это. Вот так, просто для красоты. В Лейпциге мы пробыли 2 дня, и следующим этапом нашей поездки был город, родина моего мужа, город Линдхорст. Это на севере Германии, недалеко от Ханновера. Вот мы уже доехали, вот, собственно, этот город его и есть. Вот гостиница находится, что меня там потрясло, это каждый сад, каждый настолько красивый. Посмотрите, тут над каждым ландшафтный дизайн работал. И очень хорошая гостиница, чистая, просторная комната. И мое внимание сразу привлекли эти фотографии, которые висели в гостиничном номере.
Смотрите, здесь одежда, вот как я вам показывала этот костюм, это мы здесь на родине у моего мужа, и вот он говорит, так вот его бабушка одевалась на всякие праздники. Вот такой фартук, помните, есть вот такая юбка есть. Ну, я вот вам показывала эту одежду его бабушки. Кто не видел, то пролистайте, там одни из первых там видео есть там. Ну, так это красиво выглядит. Я там показывала черно-белую фотографию, а здесь цветная. Смотрите, как классно. Это вот этот фартук, это все вышито шелковыми нитками, гладью, чтобы вы понимали, и там бисером все расшито. Ну, шикарные костюмы, конечно. Дурацкие, конечно, шапки у дам, но это такая была мода. Потом мы съездили на кладбище, где муж хотел посетить могилу своих родителей. Вот такое вот кладбище. Видите, как газоны, как парк выглядит. Ну, вот надгробные плиты. Еще одним прекрасным сюрпризом оказался ресторан при этой гостинице. Во-первых, посмотрите, это, ну, как бы провинциальный такой городок, ну, очень стильное такое оформление. Ну, Пасха, конечно, здесь. Живые цветы, скатерти накрахмаленные, отутюженные. Я пью рислинг, муж пьет, как всегда, пиво. Еда была очень вкусная, мясо замечательное. Ну, просто неожиданно в таком провинциальном городке вот увидите, вот как я восторгаюсь льняной скатертью, которая просто идеально отутюжена. Ну и на следующий день мы отправились в обратную дорогу, и мы заехали в город Бюкеберг, называется. Но была пятница, ну, вот это Святая Пятница перед Пасхой, и все было закрыто. Ну, мы походили по пустынному городу и поехали дальше. Вот мы приехали во Франкфурт на Майне, погода была поганая, дождь шел, мы решили отдохнуть, и вот отдохнули до вечера, уже вечером поехали в центр, и немножко прогулялись по центру. Конечно, для Франкфурта я как-то не подрасчитала наши силы, я отвела только один день, весь день мы практически проспали. Это торговый центр, который мне очень понравился, меня легко удивить оказалось. Я там ходила, восторгалась. Село приехала, с гор спустились. Франкфурт — это был последний город в Германии, а это уже гостиница в Лозанне, где мы собирались со всеми нашими родственниками. Мы приехали в субботу, чтобы отметить в воскресенье всем вместе Пасху. Ну и вот мы прошлись по Лозанне, вот здесь народ веселился, танцевали, что-то там пели. Собаки страдали от такой замечательной музыки. Это мы в первый день пошли прогулялись по центру Лозанны. В Лозанне все было открыто. Такая гостиница, фойе. И на следующий день мы пошли погулять по городу с утра. Вот такая красота, такой чудесный день, такое замечательное озеро. Все очень красиво. Выпили кофейку, парились на солнышке. Пошли прогуляться по городу. Детская площадка вот такая в парке. Ну, в общем, был прекрасный денечек. Магнолия еще цветет. Ну, был прекрасный денечек, но было достаточно так прохладно.
Ну вот, друзья мои, на этом мое видео заканчивается, и наша поездка тоже. Так что я прощаюсь с вами. Если вам понравилось, ставьте лайки, и до следующего видео. Пока!